Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, отчасти Вож, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано. Практически. Да, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок. В сентябре, я думаю, не в октябре, а в сентябре, мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все. Здесь должен быть у тебя и запас топлива. Я не говорю уже про запчасти, поскольку технику будем здесь обслуживать. И самое важное, это уже касается страны в целом, самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Как мне докладывали, их уже 11 там. 11. У нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да? Да, мы так и работаем сейчас. Запчасти там взяли сюда, привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры обслуживать ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживать и дальше, так как за границей мы делаем. Товарищ президент, у нас в стране из 75 райагросервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31, то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов, производителей. 10 июля Минпром аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, пока мы говорим о гарантийном обслуживании нашей техники, Гомсельмаша, МТЗ, МАЗа и моторный завод. Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы, мы покупаем и за пределами. Для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
Что у нас там, где была мастерская? А это у нас участок от льнозавода, как вы поручали. Мы сделали полностью сюда технику все переместили. Вот это льнозаводская техника. Трактора, комбайны. Понятно, Льнозавод. там дальше. ПМК. А это ПМК. Мы разделили территорию. Часть пошло к ПМК, часть туда к льнозаводу. Вот это, что уже оранжевое такое, это все пошло к ПМК. Ну Оно вот это полностью тоже работает. еще одна тема. Ну как председатель райисполкома, как он будет без строительной организации? Никак. Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Ну если сможет, пожалуйста. Он строит. Ну он же строит не один. Фермы строят где-то на субподряд, где-то Ну, генподряд. фермы это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить. Хорошо развивается. Или еще какую-то Но ферму. ПМК должно быть. Да. Как без него? Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполнять более ответственные Более задачи. серьезные, да. Да, а ПМК, ну, для председателя райисполкома это благо, иначе быть не может. Конечно. Дальше химию мы, сельхозхимию, Химию тоже мы, Александр Григорьевич, по вашему поручению сделали, восстановили, отремонтировали. полностью восстановлены. Полностью. Там мы можем принимать удобрения. Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения, подъездные пути, отремонтировали площадку, отремонтировали склады, отремонтировали, один сделали То есть новый. мы можем принять здесь минеральное удобрение и Да, принимаем. продать Абсолютно правильно. тому, кому надо. Да. Ну, обслуживают Бушкловский район, Белыничи, Белыничский, Круглое, Круглое. возможно, Сорши кто-то приедет купить. Ограничиваться никого не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна. Ну что, пойдем посмотрим, что ты сделал. Ты тут как на параде все выстроил. Не на параде. Александр Ильич, вот они мастерские. Вот это с левой стороны, это пункт технического обслуживания, где можно сделать любой там сервисное, фильтра, масло, все что угодно. Вот это центральный въезд в мастерскую. Кто командует этим? Руководитель, главный инженер Юрий Ты Васильевич. по-прежнему учишься здесь, да? Никак нет. Он уже рад, Работаем. уже он груди Ну расправил. смотри, я вот посмотрел, он тебе специально, лесник это сделал, все в белом цвете. Чуть где пятно, уже видно будет сразу. Поэтому это должно быть в идеальном состоянии. Это как сразу ты вот нашлешь, так и будет. Если ты ослабишь узду с первых дней и недель, загадят, и будешь потом ходить с палкой заставлять, чтобы мыли чистили. Вот они пришли на работу. Ну, слушай, таких, знаешь, у нас заводов таких нет, как здесь сделано. Поэтому порядок и дисциплина должна быть Начинает идеальной. правильно. За курение в мастерской 10 отжиманий. Даже я не курю. Ну, что значит, даже ты вообще не... 10 отжиманий за каждый Ну, я папирос. посмотрю, как ты отожмешься. Запросто. Да? Дмитрий Николаевич, возьми на контроль. А ты смотри, чтобы порядок здесь был. Потому что это образец, который ты за уши будешь водить, сюда показывать этих председателей райисполкома и министров. Ваша задача привести, ну, понятно, тут Да в такой не он же деньги мои тратил, а не свои. Может быть, с такой высоты, из такого металла и прочее, может быть, не везде получится. Но к этому надо стремиться. Это чудо. Не, Александр Ильич, это не чудо. Я хочу сказать. Это не чудо даже? Нет, абсолютно нет. Ну, это молодец. просто технологично выстроенное производство. Помните, я вам в прошлый раз докладывал, что у меня было два инженера, механика. Один декан БСХ, второй это Юрий Васильевич, которые нарисовали технологию. Третий выпускник БСХ, инженер-механики Саченко, сказал хорошо, а потом просто проектировщики и строители одели на эту технологию здания. Мы не подстраивались технологии в существующее. Вот эта часть вся была снесена, и поэтому здесь просто все технологично. Тут нету изысков. Нет, я и говорю, это для нас это чудо. В том плане, что если мы такие сделаем ремонтные мастерские, бывшие сельхозтехники, ну это чудо. Но мы такие не сделаем. Дороговато, наверное. А основные работы кто выполнял? Металл, вот эти стойки, сварка и прочее. Ну, генподрядчик здесь мы выбрали по конкурсу частная компания. На субподряде работали все и мои организации, РСТ, и БелЭЗ, и вот это наша местная ПМК, поэтому генподрядчик был участник, но основные работы он выполнял. Все
Значит, надо посмотреть по стоимости. Если этот частник нормально строил, не завышая нигде цены, ну его надо использовать тогда. Везде надо использовать. Чтобы частники не обижались, что с ними мы не работаем. Мы будем работать, но надо делать дешево, сердито и вот так, по перспективам. Мы договорились, что ты здесь заканчиваешь, молокозаводы и все остальное, на что тебе выделены деньги, и в Купаловск, заканчиваешь. Передаешь председателю и губернатору, передаешь это все, кроме молокозавода, так? Да. У тебя остается в Шклове Александрийская и Молочный завод. молочный завод. Комбикормовый завод, который ты восстановил, льнозавод, тут Нужные заводы-то они восстановили. Ну, понятно. Все это уходит губернатору и председателю райисполкома. У тебя остается только хозяйство, сельскохозяйственное производство в Александрийском Молокозавод. и молокозавод. Ну и пока останется мастерские, пока мы не закрутим тут процесс. Ну, понятно. Я хочу, чтобы все понимали, что ты сделал от имени государства большой им подарок. Вот, и этот подарок должен быть растиражирован по всей стране. Да. Вот, Игорь, как раньше работали, понимаешь? Была сельхозтехника базовая, приехал топливо, запчасть, взял любую практически в колхоз, когда ему ехать там на МТЗ. Вот мы восстановили в рыночных условиях на более высоком уровне. Но это красиво пока, но функционал здесь вот специалисты понимают. Ну, ты ж Тут чувствуешь, главное что не это. красота, а главное функциональные возможности. Да. А возможности очень большие. Я еще раз подчеркну. Здесь и население обслужится, как я говорил когда-то, старушке топор заточить негде было. Или прийти там, ну, для кухни нож какой-то заточить, который она дома не может. Она пришла сюда за копейку, а кто-то и бесплатно сделает. Но здесь должно быть у председателя райисполкома в самом низу этой вертикали власти рычаги управления. Вот это один из рычагов управления районом. Поэтому надо аккуратненько все просчитать. Надежда, ты это умеешь делать? Просчитать аккуратно, проконтролируй на стол. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения, но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. И она, самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйства, да что-то для всех будет понятно. Поэтому рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо. Правильно, потому что бардак будет. Молодец, сделал, вот если я сделал хорошо, но страшно. Но страшно для тех, кто будет это повторять в районах. Потому что зайти можно испугаться за то, что здесь очень хорошо сделано. Знаешь, оно всегда, думаешь, как это, мне же это надо делать? И вот это пугает. Ну, это хорошо, пусть подтягиваются и делают. Добрый день, мужики. Это твой трактор? Нет, это не мой трактор. Ты ремонтируешь? Да. Ты работаешь здесь, да? То есть вы тестируете или что? Мы сняли двигатель, и осталось вот, это дефектурно, чтобы согласоваться с заказчиком, что какие дальше. Ну, двигатель сняли, получилось, что его надо обрутить. Для того, чтобы понять, стоит восстанавливать или нет, мы дефектуруем в первую очередь это блок Ну, понятно. и корпус самой коробки и промежутки. Если это все целое, то есть смысл восстанавливать. Если корпус или блок повело и его нельзя восстановить, то смысла восстанавливать его уже нет. А надо сколько же... лет этому агрегату? Этому? 8-го года. 8-го? Да. Ну, прилично, но нам желательно не меньше 10 лет, чтобы трактор служил. Ну, а вот, если честно, вы видите причину всех этих поломок, неисправностей в чем? Это завод или сам механизатор? Срок эксплуатации уже. Эксплуатация, да? То есть это подшипники, которые имеют свой срок эксплуатации. Многие приезжали трактора, 35-е, 35-22, они приезжали с коробками, когда подшипники рассыпались, что такого-то. Где-то зуб, то есть подшипник рассыпался, а где-то зуб на шестерне износился, все, поменяли шестерню. Ну, если подшипник развалился, так тут кто виноват? Лет 6 отработал подшипник, это уже как бы То есть показатель это того, уже заводской брак, да? Не, ну не Да он не брак. Сейчас просто надо регламент. Надо срок Физический его. Срок, износ? да, надо просто его менять уже. и всё. Ну, вы давайте рекомендации
5 лет прошло, уже надо, наверное, разобрать и заменить лучше, чем ждать, пока, как ты говоришь, блок этот Мы, поведет. Александр Григорьевич, работаем в том плане, чтобы подготовить здесь и на каждую единицу, которая прошла через нашу мастерскую, мы готовим плановый предупредительный ремонт. Мы уже знаем, сколько должна отходить шестерня, сколько должны отходить подшипники, и к этому моменту мы уже не ждем, пока оно рассыпется и сделает работы больше. В Шклове живете? Да. В Шклове? Ну, я в Гомельске, но переехал сюда. А ты в Шклове? Да, сам со школы. Самое важное, что мы сделали, это построили жилой дом свой холдинга. И молодые специалисты, вот, допустим, как Михаил, да, они приходят к нам на работу, и у него нет жилья, снимать квартиру дорого. Мы ему предоставили, и он с семьей, и у него недавно родился сын. Мы Так ему он живет в предоставили. Гомеле. Он в Гомеле его сюда, переманили. А, и квартиру, да. И мы А почему не переехал? Арендный дом. Александр Ильич, вот эта тема арендного жилья, она работает. Она абсолютно нужна. Когда строишь, человек проходит, дали жилье, он живет, остается, закрепляется. Двухкомнатную. трехкомнатный. Ну, с прицелом. Сразу Что должен молодому делать и сына, и дочку? Будем стараться. Троих. Ну, добрый, успехов. Спасибо. Спасибо. Жилье – это еще одна тема, которую я говорил. Жилье надо перемещать сюда. Из Минска, областей надо сюда. Вот смотри, молодой парень поселился здесь. Примем решение когда-то. Сегодня арендное жилье. Завтра он выкупит ее за А копейки. указ вы подписали? то есть Где-то президент бесплатно, еще где-то еще что-то, отработает как у 15 военных. лет. Александр Борисович, вот смотрите, вот, если можно, давайте я вам покажу участок ремонта доильных этих залов, оборудования вон там у нас. А вот это у нас, вот мы То есть встроили это зал будет по обслуживанию доильных этих аппаратов. аппаратов, доильных залов, холодильников и так далее. Народу немного, но они все на выезде. Хороший участок, плазма-сварка. Вот здесь можем делать аргонным варить. Значит, подготовили, я им передал микроавтобус, сели, приехали на ферму, обслужили. Сейчас с Гомель агрокомплектом решаем вопрос, чтобы мы были аттестованы по ремонту холодильного оборудования. Там надо пройти обучение, нашими специалистами уже договорился. То бишь у нас не будет такого, что кто-то будет заниматься только холодильным оборудованием. Специалист, мастер наш, сварщик и слесарь по ремонту животноводческого оборудования, они втроем будут обучаться. Сварщику необходимо для того, чтобы понимать, где, как заварить, если вдруг лопнул бак. Мастеру и должен знать, как составить правильную документацию, какие запчасти сделать. А слесарю надо правильно провести работу. Вот они работают группой. Они выезжают на комплекс, делают обследование. Во время обследования каждый занимается своей работой. Сварщик занимается обследованием стыков, сварки, смотрит швы, чтобы не было разорваны сами крепления. Мастер по обслуживанию вместе со слесарем занимается уже диагностикой самого доильного оборудования. В этом помещении есть все необходимое для восстановления двигателя. Любого. Но главное, ты, наверное, это заметил сам и давно, что самая сложная работа и нужная – это двигатель в любой технике. Любой. А с коробкой все? Коробки мы делаем, у нас тоже есть стенд отдельно, чтобы испытывать коробки, потому что их тоже нельзя ставить как двигатель место. И сейчас мы подбираем кандидатуру, потому что аппарат сложный, и его надо обучить. То есть И будете испытывать и коробку? обязательно. А вот склад. Да, он еще пока не ломится от запасных частей, мы еще все это приведем в порядок. У нас, получается, склад ушел полностью от бумажного документа оборота. У нас, получается, приходит запчасть с завода по накладной, она разносит сразу в базу, один из бухгалтерия, и параллельно с программой ей пристраивается специальный штрих-код. Этот штрих-код параллельно формирует сразу место хранения на складе. Вот если вы заметите, у нас вот 45C, Ну, понятно, БА, понятно. все, сразу, это у нас идет адресное хранение. И ей не надо будет, как раньше было, Федя или Вася приходят, и они со складочком по всему складу ходят, ищут эту запчасть. У нее есть считыватель, который говорит, у нее программа говорит, у тебя, допустим, цепи лежат на полке 4А. И она сразу идет на эту полку, берет эти цепи. Взаимодействие нашей мастерской вместе со складом. Мастер после дефектовки формирует заказ и отправляет сюда на склад. Складовщик уже не ждет мастера, пока придет, а она в электронном виде. в Сразу на все компьютере электронный появляется. оборот. Складовщик сразу формирует корзину по запчастям
И к моменту, когда мастер приходит, у него уже на столе готово требовательное накладное. И запчасти сразу отписаны на мастера. Мастер забирает спокойно и пошел заниматься своей работой. Я хочу показать вам, вот где Амкадор нам коробки. Вроде бы небольшой стенд, а насколько нужен? Там вал отбора мощности, Да, стоит подключается. электродвигатель, стоит, Двигатель, да? стоит насос масляный. И через кардан, через маховик подключается коробка, и мы ее тестируем. Все это хорошо, но должны работать люди. И вы видели некоторые тут седовласые. Это хорошо, что они приглашают сюда и людей, которые уже на пенсию ушли. Люди некоторые возвращаются и работают, но все равно пенсионер есть пенсионер, ему когда-то надо отдыхать. Поэтому принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне, многие едут к нам работать. Сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиевым Шавкатом Мирамоновичем, я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей, я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе, если с Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Ну, пока для Витебской области, потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток, вот мы были в Могилевской области. Надо посмотреть, сколько надо людей, какие. На стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. Если кто-то специалист с большой душой, ну, желательно семьями. Когда семейный человек приезжает, а нам это неплохо, людей у нас не достает, и не надо думать, что вот Илона завтра родит 5. Этого не будет, потому что Европа уже с ума сошла, и у нас это общий тренд европейский. Люди нужны будут, и нам они очень нужны. Сегодня в сельском хозяйстве, и нам выгодно, что от Узбекистана люди есть, а земли у них нет. Продукты питания завозят, богатая страна. Она золото добывает, медь и прочее, и тратит это на то, чтобы купить продукты питания. Я им предложил, давайте, ваши люди, наши люди, вот, допустим, в Витебской области, в Могилевской области, во всех областях, это в Гродненской, в Брестской тоже хватает таких мест. Приезжаете, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено, и мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстро растущий рынок, и мы готовы оттуда взять людей. Но должна быть система, она у нас есть, она мною определена, только руководитель берет. И он за них несет ответственность, он на учете. И в милицию. МВД-система получила команду всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть, не должно быть чохом, выборочно, целенаправленно. По одному, по два, по 10, по 20 человек, сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле. Эта тема будет развиваться в ближайшее время, чтобы вы знали, чего государство хочет от этих людей. Ну, конечно, если бы это все делали наши, белорусы, ну, благо. Но у нас порой не хватает людей, а порой не хотят работать. И вот Юрий Викторович у себя несколько человек, это в Лясковичах, взял, и уже некоторые там полишуки косо так посматривают, потому что те с утра до вечера работают. Они знают, что такое труд. И они говорят, что у нас это благо для них, это отдых, потому что там ручной тяжелый труд. А здесь, пожалуйста, без найма со стороны рабочей силы, ну, по крайней мере, в ближайшие годы, даже ваши годы, вы совсем молодые еще, мы не обойдемся. Ну, систему надо выработать, чтобы вы знали, у нас же, знаете, сведомых много, и особенно беглых, и начнут подогревать, а мы тут вот пакистанцев и прочее. С тех пор, как мы с Пакистаном договорились, ни одного человека не приехало еще. Ну, почему узбеки? Ну, они хоть язык знают нас. И очень трудолюбивые люди.
Мы готовы им предоставить равные права с белорусами, но только приезжайте и работайте. Но беглые все равно раскручивают вот это вот. И после визита Мирзиёева тоже уже начали. Президент Вот эту тему Мирзиёев дал муссировать, да. команду после встречи с вами, что он контролирует, кто поедет, он сам, президент, контролирует Ну да, я его Узбекистан. предупредил, И что у будут нас только порядок. специалисты. Там везде нужны люди. И это и Могилевской области касается, особенно Юго-Востока. Да везде, в Шкловском хорошем районе с удовольствием возьмут толковых людей. Пускай, Он уже вот считает, сколько надо в Шкловском. да, пусть посчитает, чтобы он знал. Приехала партия людей, мы ему туда отправили. Конечно, все они не будут инженерами или хорошими механизаторами. Их надо учить. Ну, будут помощниками год работать, а потом У нас, товарищ президент, сегодня на учете в органах милиции 7 тысяч жителей Узбекистана. 1500 работает уже в экономике, но много студентов. Это 1500-2000 это студенты из Узбекистана, которые в разных вузах ну, учатся. если останутся, Есть тоже гарантия, хорошо. что они останутся. Ну, останутся. У нас и сирийцы вон были в больнице. Заведующий Да. отделением Сирии человек. Хорошо работает. Поэтому этого бояться не надо, но это будут постоянно подогревать. Ах, там, а у нас же, знаешь, умных таких, которые ни хрена делать не хотят, работать не хотят, знаешь, как это бывает. Они начнут тут где-то бухтеть и что-то. Пожалуйста, работайте. Зачем ему иностранцы? Пускай работают шкловчане. Товарищ Но- президент, вы приводили пример в прошлом году, что когда вот вы работали в Шкловском районе было 30 тысяч жителей сельской местности, а сегодня 8. 8 тысяч по всему Селе. району. Да, по всему району. Это не значит, что не все поумирали, а очень Нет, многие переехали в переехали. Минск и в другие города, поэтому давно было сказано, что с Минска постепенно надо уходить в регионы, районы и так далее. Вот я ехал по дороге с агрогородка его, Александрийска, поставлена задача до каждого агрогородка до конца пятилетки Да. иметь хорошую дорогу. Вот, чтобы такие дороги были, как у тебя туда до центра, до деревни, до Александрии. Нормальная дорога. Но она еще и часть дороги на Оршу. Поэтому вот эти дороги мы к концу пятилетки приведем в Раньше, порядок. товарищ президент. Ну, а потом вот молодняк этот вместе с тобой пусть работают дальше. Понятно? Понятно. Поэтому не переживайте за какие-то там ретрансляторы и прочее. Мы ретрансляторы не ставили против Украины, не включали их и выключать не собираемся. Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на гостеприимной Аршанской земле. И в знак признательности примите Спасибо. эти цветы. Вот вам Спасибо. Минский. Спасибо. Доброе утро, товарищ. Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской. Да. Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошие, толковые, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно я? 4-6-4. Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии. В 4 областях. Тем более мы ее распространяем сейчас Сколько? на другие регионы. 2000 голов. Нет, маточная вообще поголовье 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов. 2030. Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых.
для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его Такими знает. темпами, да, не будет. Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет. Такими темпами. Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и». Хотел бы в двух словах остановиться на такой действительно нашей теме, которую постоянно критикуете нас за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов. Совсем ничего. Пока плюс 2,4 тысяч. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь месяц, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов. Февраль месяц плюс 1,6. Все, дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. И если у нас тут сложится вот такая вот и дальше динамика, вот в июле месяце мы то же самое минусуем к уровню прошлого года по текущей ситуации, то мы к 1 Вы сентября... ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим. Ну и стратегия по развитию красной датской породы. Значит, на сегодняшний день мы имеем 2279 голов коров, именно коров. Значит, они базируются в основном от Устья, где мы находимся, сельскохозяйственной организации, 1290 голова. Значит, мы определили, что это будет хозяйство первого уровня. Значит, здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров. Именно также по разведению красной датской породы. Значит, уже начата работа по реализации. Пусть этого мало, будем строить еще один будем комплекс строить. Где вы его будете строить? Здесь на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Значит, поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано: 27 год в Шипянах, 28 год в Новый Двор, Свисточский район, Гродненской области. Ученые подключились к этим комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем. Для исполнения поручения, когда мы первую партию нетелей отгружали в Брестскую, Гродненскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности, но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже Пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислочи, это вообще интересное место. Там с советских времен значит, ты в теме, ты в курсе дела, вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще? Отсюда, да. Отсюда пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока. 6 не будем, но близко к этому. Близко к этому. Будет хороший сыр. Хороший сыр, да, с этого молока делают хороший сыр. Это мы и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко. Да. Такие коровы у меня дома есть. Хорошие коровы требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное. На сегодняшний момент, если посмотреть, 538 голов используется до сих пор.
Если взять общее маточное поголовье, 4383. За прошлый год общее маточное поголовье на 310 голов увеличился, за январь-июнь этого еще 115 голов. Если посмотреть цифры продуктивности, мы видим жодина агроплемолита 8482 килограмма, продуктивность при жирности молока 4,94. Фактически все хозяйства, где сейчас разводится краснодарское поголовье, имеют надой выше 7 тысяч. Выход телят на 100 коров и нителей 96. Это очень хороший показатель. Как и товарность молока, почти 94%, все идет сортом экстра. Дмитрий Николаевич, Если хоть вы и не зоотехник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владимир Иванович говорит, что прекрасно все. Так и должно быть. Нет. 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. Не сдохло, А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время, но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Он свои справки, в принципе, объективно. Что признает. еще? Александр Ильич, мы совместно с Минсельхозпродом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпрод Хорошо, глубоко мы в теме. посмотрим на вашу программу, И мы- социалистическое обязательство определим вам, это будет ваш план, и как раньше соцобязательство, Встречный план. и да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать. Что еще? Александр Ильич, разрешите доложить по поводу ваших договоренностей с президентом Узбекистана, с главой Нижегородской области? Александр Егорович, мы буквально за 4 дня провели большую работу по Витебской области и подготовили 10 помещений для отращивания бичков. Совокупно на сегодняшний момент эти помещения позволяют содержать 7 тысяч голов с возможностью увеличения до 2000. Где ты возьмешь бычков? В области у нас сегодня по месяцу это 6 С тысяч. области твои Да, бычки, да? да. И мы договаривались, что это будут и наши, и их люди, в зависимости Да, от того, безусловно. сколько там надо людей. И мясо вы можете хоть самолетом, хоть вертолетом, живым весом, замороженное и прочее, переработать Да. и отправить туда. Мы именно так и обсуждали. Значит, надо взять под контроль экономику. Потому что для него главное люди вырастить мясо. А для него тем более. А надо понимать экономику, потому что, ну какой смысл? Умный человек, он это прекрасно понимает. Какой смысл для Витебской области? Что Витебская область от этого получит? Вот это надо четко просчитывать, чтобы мы не наобещали Узбекистану непонятно что. Ну, я говорю, он земной человек, понимает, и исходить будет из того, Мы из разговариваем Витебской на одном области. языке. Сразу хочу сказать, ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой, и мы ее отменять не будем. Там ковришки и прочее, льготы. Юго-Восток Могилевской области, 7 районов. где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто Юго-Восток. Там бери это всю территорию, производи, ну там главные люди. Задача ясна. Я по вашему указанию приехал, уважаемый президент, вы сказали мне, иди работай с Витебской областью, там... Нет, это правильно ты сделал. А дальше, ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов
Надо посмотреть и юго-восток. Задача Это ясна. в чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Правильно. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат. Спасибо большое. Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание. Нам нужны трудяги. И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляскевич, управление делами хозяйства, там около десятка взяли людей семейных. Пришли, они день и ночь. Наши так косо смотреть начали. Тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают, как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете. Надо определить, где У нас есть соответствующие вурши, там, мясокомбинаты. Мы поставы и прочее. Молоко, мясо переработаете во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблема. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе. Спасибо большое. Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать, Спасибо. можешь не сомневаться. Прежде всего, разрешите передать вам искренний привет нашего уважаемого президента и поблагодарить созданные условия работать здесь, в Витебской области. Вот с коллегой после вашего задания... Про условия. У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье, вместе приведем порядок, и все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы, если они будут работать. Вузы, абсолютно, конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали. Я хочу вам доложить, что вчера прибыло 250 человек в Витебск. Это люди отобранные по специальности. Уважаемый президент, вы сказали, отобранные, работающие. Правильно, для начала это тоже важно. Он контролируем. Привезли. Ну ты уже их одел как на аппарат. Вы же, блядь, задачу поставили, таких привезли. Ну уже так и не надо одевать. Они же пойдут работать. Одевай вот такую черную робу и будем работать. Рабочий тоже есть. Это парадная будет. Да, рабочий тоже есть. Ну, вы сказали, когда в Минске открыли торговый дом, надо во всех областях надо открыть торговый дом. Мы открыли с уважаемыми коллегами. Вчера открыли. На центральной площади Победы в Витебске. Спасибо. Вот фрукты и всякие продукты привезли, народ начал купить. Не только своих накормишь узбеков, но и наших. Потому что ваши же привыкли. Да. Причем мы договорились о том, что фрукты будут поставляться сюда. У нас Фрутреал один из крупнейших импортеров фруктов. А в Узбекистан будем отправлять картофель. Ну, чтобы... Ну, все правильно. Я у вас буду помощником. Если что, я президенту звонок, если там что-то не решается. Но он мне так сказал. Андижан это близкое, родное. Вот губернатор, он все решит. Ну, хорошо, меня устраивает. Дополнительно мы договорились с Хакимом о том, что будет еще подобрано 5000 человек, и по 500 человек, начиная с сентября, начнет приезжать. Нам надо подготовить соответствующие условия для их жизни, для того, чтобы люди себя чувствовали как значит, наши. команду посольству, у нас система. Посольство в первом приближении, насколько это можно, будет там наблюдать, критерии для них будут определены. Посольство, что оно там увидит? В первом приближении. Сюда приехали только по заказу руководителя хозяйства. Губернатор утвердил, руководитель взял. В милиции на учете, ну, чтобы дурью не занимались. На учете стоят. Никто на них пальцем не покажет. Это будут наши люди. Дополнительно мы договорились, что на территории Бешенковичского района они возьмут 2000 гектар под выращивание картофеля. Значит, дополнительно мы с Академией наук поработаем над тем, чтобы технология соблюдалась, обеспечим их семенами с института картофелеводства нашего, с тем, чтобы у них было все достаточно хорошо. То есть там при них будут все специалисты, которые будут помогать в технологии выращивания.
С них только техника, люди, вся остальная помощь это наша. Ну и наша ж техника не должна быть в стороне. Мы им тоже будем помогать. Ну, безусловно. Дополнительно, товарищ президент, они ознакомились с одним из передовых наших предприятий. У нас в Подполоцком есть Кимобел, он занимается деревообработкой. Это то, что вы поручали. Это самое современное мировых стандартов предприятие. И наши коллеги выразили желание построить аналогичное предприятие с объемом инвестиций 40 миллионов евро предварительно. Ты хочешь переработать здесь лес и получить что? Пока мебель. Это лес. Лес, А да? да. Ну, кругляк мы не поставляем, чтобы Переработанный. переработали для домов там Да, и прочее. переработанный. Можем комплекты домов, это как тебе нужно будет. Мы работаем, уважаемый президент, сейчас пока И переработаем. здесь же нужны будут для людей дома. да. Надо не затягивая начинать делать. Назаров за 1 год сельхозтехнику восстановил. Ну, это почти будет то же самое по объему. Поэтому за год надо построить, не затягивая. Здесь доильное оборудование, это роботизированная карусель. Это во многом такой компромиссный вариант между классической каруселью и доильными роботами. Это как бы промежуточный вариант между классическими роботами и обычной каруселью. Работает уже более 5 лет. И здесь получается, даже выход из строя одного места не приводит к срыву дойки, пока она обслуживается, работает остальные. А вот эта рука, чем хороша, она не только как бы вот позиционируется, она полный цикл выполняет. И в начале обработка, вымене, издаивание в утиль и последующее. Это у нас все так же работают. Ну, я имею в виду, что это делается максимально роботизированно. И здесь... То есть без человека. Человек ходит, только помогает, если где-то не попал. Это вот обычно 7 зданий. 7 зданий. 2 здания, между ними Галерея. Галерея. Дальше у нас идет там сухостой, рассвелый, как обычно. Молоднячок, профилакторий. Ну вот так должен содержаться скот. Технологично, если мы хотим получить хороший объем. Скотину вы не выпасаете. Нет. Нет. Ну вот они постоянно здесь, никаких пастбищ, сбалансированный корм. Я, конечно, как деревенский человек против, чтобы не выпасать скот. Надо, чтобы хоть как-то бродил. Ну, промышленное производство. Когда говорили, что датская порода поменьше, чуть-чуть не рассчитали, поэтому запроектирована длина кормового стола 45 сантиметров. Это мало. Поэтому надо было бы его следующий выше, ну и лёжку. Сделали тоже мелковатую, поэтому мы уже новый комплекс будем строить с учетом этого, даже под датских коров. Я хочу посмотреть на весь скот. Это что ты нет. Губернатору поставил самый лучший скот. В любой коровник. А что у тебя с падежом? С падежом, значит, Александр Ильич, с начала года 4 головы у меня молодняка Ну на смотри, данном комплексе. это золотой скот. Нельзя, чтобы падеж здесь был. Показала практика, кстати, сильные морозы как-то они не очень переносят. Они здесь стояли теплицей и пушками подогревали. Поэтому здесь это надо еще понаблюдать. Это ж дети, конечно, Да. где-то надо и подогревать. Главное сохраниться. Нашли быстро, кстати, внутри этого Внутри вот сейчас мы построили теплицу. построим парник. Туда тепловые пушки и добились минус 30, А в тех плюс 11. помещениях? А Это там же доращивание. 3-6 месяцев и сухостой. Добрый день, Александр Иванович. Это наша экспонента. Так угощать губернатора, коллегу своего, чтобы он видел, что ты Он тут. попробовал уже, я его проводил. попробую. Девочки, налейте, Еще пожалуйста. пробует. Одну магазин зашел. Вышайся. Спасибо большое. Новинки покажите. Какие новинки Наш сегодня? инновационный продукт – это напитки кисломолочные с высоким содержанием белка. Давай. А, Ты тут первый человек. Я не могу быть первым, первый всегда вы. У нас представлена линейка безлактозная.
Это получается вкус манго-кокос. где Вот, ты? пожалуйста, можете попробовать, да. Именно это и есть здоровая питание. Спрос на этот продукт такой, что они не успевают делать. В Узбекистан все. Мы поставляем в Узбекистан. Правильно. Да. Вот губернатор, он у вас купит все. Да. Александр Григорьевич, это Савушкин продукт. Он у нас представлен в Орше, молочный завод. Это представлена та продукция, которая будет Губернатор. делаться на Полоцке. Ты должен это делать в Узбекистане. Это держинка, мы начали делать в стеклянной баночке. Это в Орше все сделали. Или он привез со всего края. Нет, здесь продукция разная, но основа здесь вот. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас символом туристического Витебска выбран Мишка Медведь. У нас видите, 70% хорошо, к чему ты популяции. Это я хочу подарить вам такую из льна рубашку, выпущенную на нашем льнокомбинате. Шавкату передашь. Понятно. Понял. Вот. Если Я надо подарю. будет лен переработать тоже. Кстати, мы немножко берем хлопок и лен, катализируем. Да. Спасибо, и мне досталось. Спасибо, Александр Григорьевич. Это от наших производителей, от наших новых Хотел предприятий. сказать губернатору, но ты ему и так подаришь. А это я народу уже сегодня в деревне раздам. Ну, искренне благодарны вам за приезд. Слушайте, Робче, спасибо, что ты задержался у нас. Ну не спеши, хоть отдохнешь. Правда, жарко он стал. То, что поставили задачу, все сделаю. И переработку. У них Помогай. 47, поэтому не жарко. Да. Увага! Говорить и показывая Витебск. Добрый вечер, дорогие сябры! Внимание! Внимание! Говорит и показывает древний и всегда юный город Витебск. Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья! Увага! Говорить і показує Вітебськ. Добрий вечір, шановні друзі! На языке мира и гармонии говорит сегодня с нами 35-й юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Прошу вас, присаживайтесь. Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет.
Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов, политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные славянского базара звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни славянского базара к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в 2 раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавших к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии союзного государства в области литературы и искусства. Сцена славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена, но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
Решением жюри 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» гран-при конкурса присужден Елизавете Цуприк, Беларусь. Постановление Высшего государственного совета Союзного государства. Присудить премию Союзного государства за 2025-2026 годы за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России, Кульбакову Виталию Григорьевичу, главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Авторскому коллективу за создание и реализацию выставки «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в составе Любови Ивановны Подлесновой, Надежды Владимировны Бабенко. Диплом вручается Любови Ивановне Подлесновой. Авторскому коллективу за создание и реализацию проекта «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств, участников стран СНГ в составе» Малышева Владимира Сергеевича, Зерновой Ирины Викторовны, Кочеляевой Нины Александровны, Кобленковой Дианы Викторовны. Дипломы вручаются Ирине Викторовне Зерновой. Нине Александровне Кочеляевой. И Диане Викторовне Кобленковой. Решение подписал председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Решением главы государства специальная награда президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию за 2026 год присуждена народному артисту Белоруссии Леониду Константиновичу Захлебному. И герою труда Российской Федерации, народному артисту Российской Федерации Александру Сергеевичу Зацепину.
Слово предоставляется народному артисту Беларуси Леониду Константиновичу Захлебному. Дорогие друзья, уважаемый Александр Григорьевич, для меня сегодня праздничный день, и как для композитора получать из рук премию, такую столь высокую премию из рук нашего президента. Я думаю, что она многому обязывает, и я далее буду стараться писать вдохновенно, искренне, сердечно, на благо нашей любимой Беларуси. Спасибо. Слово предоставляется народному артисту Российской Федерации Александру Сергеевичу Зацепину. С Белоруссией я познакомился, когда мне еще было 3 года. Мама мне пела песенку «Чам уж мне не петь, да чам уж не гудеть, коли в моих хацаньке паридок и деть». Так что вот я очень часто эту песню вспоминаю, и другие, конечно, вспоминаю. И это вот вдруг мне приходит в голову, я напеваю. Так вот сложилась моя судьба. Спасибо большое, хочу сказать нашему дорогому президенту, которого я всегда по телевидению с удовольствием слушаю и смотрю его выступления. Александр Григорьевич, спасибо вам большое. Я получил такое удовольствие, удовлетворение какое-то. И благодарен вам за то, что вы меня не забыли. Спасибо. Дорогие друзья, а сейчас внимание на экран. Я объявляю, что отныне президент Республики Беларусь и мое правительство берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Призываю всех все патриотические силы общественных деятелей, руководителей органов власти, предпринимателей, трудовые коллективы и граждан Республики Беларусь оказывать помощь и поддержку в организации и проведении нашего фестиваля. Уважаемый Александр Григорьевич, тогда в 1995 году мы вручали вам символичный подарок за решающий вклад в судьбу нашего фестиваля. Тогда это был всего 1 василек. А сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 васильков. Ровно столько, сколько исполнилось нашему фестивалю. Дорогие друзья, Алена, я все понял. Никому не отдавай пока. Я почему говорю никому пока не отдавать? Я знал, что вы вручите мне этот подарок. Что тут ерничать? И я думал, а что с ним делать? Все подарки по закону, которые преподносит президенту, являются достоянием страны. Они не могут быть моими личными подарками, за исключением там личных вещей. Я подумал, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок, а потом подумал, а может быть, повыше его поднять? И принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент. Вот я посмотрел на себя самого в той поры, и я помню это. Я у Алены спрашивал, как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что
наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знайте, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир. Счастья, здоровья, успехов вам, живите долго и радуйтесь.